рассказывает историю жизни Феликса Керстена, человека удивительной судьбы. Во время Второй мировой войны он спас из концлагерей более 100 тысяч человек. О том, как ему это удалось и с какими опасностями он сталкивался, мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Переводчицей книги, она прилетела к нам специально из Франции, Любовь Шендерова-Фок. И литературовед, главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина. Поприветствуем наших спикеров. Добрый день, уважаемые слушатели. Огромное спасибо, что вы пришли в этот прекрасный солнечный день, чтобы провести его с нами. И для начала я бы хотела попросить Любовь рассказать немножечко о сюжете книги, потому что, не знаю, поднимите, пожалуйста, руки, есть ли у нас в зале тот, кто уже успел прочитать. Ну вот, значит, рассказать о сюжете для начала – это самое то. Любовь, не затруднит для вас? Да, добрый день. Ну, во-первых, для начала я хочу немножечко объяснить, кто я есть. Да? Меня зовут Любовь Шендерова-Фок, я живу во Франции, уже сказала Полина. И я вообще-то не переводчик, я не писатель, не историк, а я учитель математики, на самом деле. И это, на самом деле, для меня хобби, поэтому, как принято говорить, не стреляйте в пианиста, играет как умеет. Значит, что касается этой книги, сначала я бы все-таки хотела рассказать не, собственно, сам сюжет, а про то, кто эту книгу написал. Значит, Жозеф Киссель, очень известный французский писатель, осыпанный всеми вообще официальными наградами, и человек достаточно экзотического происхождения, экзотической судьбы. У него, его родителями были, значит, его отец был литовский еврей, а мать была еврейка из Оренбурга. И познакомились они в университете в Монпелье, потому что это конец XIX века, тогда, значит, высшее образование для обеих этих категорий было, ну, достаточно проблематично. И они учились, значит, на медицинском факультете в Монпелье, там они познакомились, поженились, и его отец получил постоянную, ну, просто позицию, значит, его пригласили работать врачом в еврейской колонии в Аргентине. Был такой меценат барон Гирш, который организовывал в Аргентине сельскохозяйственные еврейские поселения, и он туда поехал работать врачом. И, собственно, наш, так сказать, автор нашей книги родился там. Потом они переехали, 3 года прожили там, вернулись в Оренбург, потом в Париж, и дальше вся его история уже связана с Францией, с французской культурой и с французским языком, но не только. Он начал писать довольно рано, еще будучи лицеистом. Потом началась Первая мировая война. Он участвовал в войне, сначала как артиллерист, потом как летчик. Когда была гражданская война в России, он участвовал в интервенции на Дальнем Востоке вместе с французскими войсками. И об этом есть у него воспоминания, которые называются «Смутные времена Владивосток». Ну и дальше он переключился на написание в основном, в общем-то, романов. И и стал очень известным и очень признанным романистом. Во время Второй мировой войны он работал как военный корреспондент, потом, после поражения Франции, сопротивление, потом ушел через Пиренеи, значит, в Лондон к де Голлю, а после войны посвятился в основном даже не романистике, а такой журналистике. Он объездил все горячие точки, он освещал конфликт в Палестине. И в конце, так сказать, уже вот в конце 50-х годов его познакомили с доктором Феликсом Керстеном, который стал основным героем книги. И, так сказать, из бесед с ним, личных бесед с ним родился вот этот самый роман. Вот. Про что роман? Да? Значит... История абсолютно невероятная. И когда я начинала работать над этим романом, у меня все время было в голове: не может быть. Этого просто не может быть. Это история, которая не могла случиться. Значит, история такая. Значит, в любой книге есть, в хорошей, да, в романе есть обычно антагонист и протагонист. Значит, вначале про антагониста. Антагонист этой истории — человек, имя которого, в общем, знают все,
на его совести личной жизнь 10 миллионов человек. Это один из самых главных злодеев мировой истории, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Гиммлер, несмотря на то, что для нас вот эти люди, которые руководили Третьим рейхом, да, это уже они как бы уже и не люди, это какие-то артефакты такие. Но, тем не менее, все-таки приходится признать, что они были живые люди, у них был какой-то там организм, который иногда болел. И, в частности, Гиммлер страдал какими-то абсолютно необъяснимыми болями в животе, с которыми даже Морфий справиться не мог. И ни один врач не мог с этим справиться. И нашелся некоторый человек, собственно, главный герой нашего романа, протагонист, доктор, такого смешанного голландского немецкого происхождения, с финским паспортом, владеющий основами мануальной терапии и тибетской медицины, по имени Феликс Керстен. Этот Феликс Керстен оказался единственным человеком, который может справиться с болями Гиммлера. И его метод не мог вылечить, но он мог облегчить его состояние. И в результате этот злодей, страшный злодей Гиммлер, подсел на него, буквально, как выражаясь современным языком, как наркоман на дозу. Он не мог без него жить. Сам этот доктор, он был человеком, настроенным явно антинацистски. Он не был борцом. Он был, что называется, я вне политики. Он был такой очень высокооплачиваемый. У него была клиентура, и он лечил там королевские семьи Европы, каких-то миллиардеров, там еще кого-то. И у него была вот эта идея: оставьте меня в покое, я лечу своих больных, и я ничего не желаю вообще иметь ничего общего с тем, что происходит вокруг. И тут к нему обращаются, значит, с просьбой полечить Гиммлера, и он понимает, что он не может отказаться. И буквально за 5-10 минут облегчает его состояние, буквально происходит чудо. Гиммлер вцепился в него буквально как клещ. И этот доктор понимает, что отказаться он не может. И в результате он оказался прикован к нему, начиная с 1939 года до самого конца войны. Тем не менее, доктор все-таки был у нас человеком порядочным достаточно, и то, что происходит вокруг, он вообще вынести не мог. Но открыто он об этом тоже говорить не мог по понятным причинам. И испытывал страшное вот какое-то внутреннее такое, его раздирали вот эти внутренние противоречия. Как же так он лечит человека, на совести которого такие ужасные грехи? И он стал этим пользоваться для того, чтобы вытаскивать людей из лагерей. Там совершенно потрясающая сцена описана. Значит, я ее вам немножко перескажу, но она там очень хорошо описана, так что не сочтите за спойлер. Значит, к нему приходит один из его пациентов, какой-то миллиардер, и говорит, что, знаешь, у меня арестовали на одного из бригадира, на одной из моих фабрик арестовали бригадира. Он хороший человек, пожилой уже, и единственный грех у него в том, что он социал-демократ. И вот за это он попал в концлагерь. Слушай, помоги. Тот говорит: ты что, я вообще даже рта не открою на эту тему, умирает от ужаса и все. Через какое-то время Гиммлер во время одного из сеансов, а сеансов этих, надо сказать, за время их знакомства было несколько сотен, лежа на кушетке, под его руками, говорит: слушайте, доктор, я себя страшно неудобно чувствую по отношению к вам. Что такое? Это говорит, что я вам не плачу. А надо сказать, что доктор Керстен был очень высокооплачиваемым. Он брал очень большие гонорары. Он был очень богатым человеком, хотя он приехал в свое время учиться в Берлин вообще без гроша в кармане. Но в результате он очень сильно разбогател, он был очень состоятельным человеком, а Гиммлер был человеком достаточно бедным. Он, в отличие от других, так сказать, нацистских вождей, он был абсолютно не коррумпирован. В отличие от Геббельса, Геринга, которые с удовольствием, так сказать, запускали руку во всякие представительские фонды, там, государственный карман, то этот был абсолютно не подкупен и от этого еще более страшен. Значит, доктор ему говорит: ну как, вы же мне не можете заплатить тот гонорар, который я беру? Мы же с вами друзья. Нет, ну вот как же я все-таки, мне так достаточно неважно себя чувствую по этому поводу.
я же не такой богатый человек. И называет вдруг имя этого миллиардера, который приходил до этого за 2 недели к врачу. Тот говорит: а вот мой гонорар. Освободите вот этого. И достает листок с данными этого несчастного старичка-бригадира. И сам похолодел от ужаса. Тот зовет секретаря, говорит: освободите. Подготовьте приказ на освобождение. И понеслось, на самом деле. Сначала 1, потом 2, потом 10, потом 100. В общем, я не буду вам, так сказать, пересказывать всю книгу. Хочется, чтобы вы все-таки ее купили и прочитали. Но закончил он тем, что он усадил за один стол переговоров Гиммлера и, на минуточку, представителей Всемирного еврейского конгресса. То есть Гиммлер за одним столом с евреями. И все это благодаря вот этому врачу. И я, когда переводила этот роман, я думала: не может быть. Это все вранье, этого не может быть, это все кто-то придумал, какая-то фантастическая история. Ну и оказалось, что практически все это правда. Потому что есть исследования по этому поводу, и интрига вот эта, которая в этом романе, так сказать, она, ну, такая, в общем, очень сильно цепляет. Так что вот, собственно, про что роман. Вот. Я, прежде чем задать следующий вопрос, не могу не удержаться от цитаты, потому что вы вспомнили вот эту вот уже финальная сцена, где, собственно, Гиммлер встречается с Мазуром, который едет как представитель Всемирного еврейского конгресса, и меня совершенно поразило описание этой встречи. Вот у меня цитата в телефоне, если, с вашего позволения, я ее зачитаю. Непринужденность в обращении, незначительность разговора, звяканье столовых приборов делали сцену обычной, очеловечивали ее. Гиммлер и Мазур сидели напротив друг друга. Мазур пил чай, Гиммлер кофе. Между ними были только маленькие баночки с маслом, медом, вареньем, тарелки с пирожными и ломтями серого хлеба. Но в действительности этих двух людей разделяли 6 миллионов теней, 6 миллионов скелетов. Вот этот контраст между вот этими маленькими баночками с медом, вареньем и 6 миллионами теней потрясающий совершенно. И мне кажется, что вот этот вот контраст, на нем во многом строится весь текст, потому что вы сказали, что когда приступали к работе над переводом, было ощущение, что вот эта история, она какая-то невероятная, невозможная. Это есть и, собственно, в предисловии самого автора, потому что он тоже пишет о том, что он не мог поверить в эту историю до того, как он не встретился, собственно, с Керстеном, да, не получил какие-то документальные подтверждения. Невероятность этой истории, она есть, она сквозит и в отзыве, помещенном на обложке. То есть вот это вот какой-то элемент волшебный, чудесный, который есть вообще там, во всем этом сюжете, который есть и в даре доктора, потому что он каким-то, тоже как будто бы он какими-то обладает вот этими волшебными, магическими способностями исцелять людей. И такой контраст очень страшного, на самом деле совершенно не волшебного, совершенно не чудесного содержания. Ну, надо сказать, что начинать надо с названия. Да? Потому что по-французски эта книга называется «Les mains du miracle», то есть «руки чуда». Да? То есть по-английски ее переводят как «The man with the miraculous hands», то есть человек с чудесными руками, или другое название у этого романа «The magic touch», то есть магическое прикосновение. И я, когда придумывала название, мне как-то все это вот не чудесные руки, чудотворные руки, руки, сотворившие чудо, но это все либо невкусно, либо не про то, да? И на самом деле вот целитель, почему целитель? Да? Потому что человек, исцеляющий не только физически, да, но и вот, так сказать, мир вокруг себя. И мне кажется, что вот главное на самом деле вот в этом романе это, пожалуй, вот, ну, скажем так, забегая вперед, урок, который люди могут вынести из этого, из всего, да, что зло очевидно, да, что зло очевидно. Гиммлер в данном случае представляет собой, так сказать, чистое беспримесное зло. А добро может быть разным. В
в том числе вот таким волшебным, да, которые абсолютно в каких-то нечеловеческих абсолютно условиях вдруг происходят какие-то такие вещи, я не знаю, это провидение, или это волшебство, или случайность. Вот, скажем, один французский историк, который занимался очень подробно вот этим, я, собственно, поверила только после того, как я эту книгу, изучающую вот эту всю историю, я его подержала в руках. Есть такой французский историк Франсуа Кирсуди, который написал целую большую такой толстый том, который анализирует все, что здесь написано. И практически все, кроме, пожалуй, одного места, оказалось правдой. И он говорит, что это, наверное, это все-таки цепь случая. Если это не Господь Бог, да, то это цепь случайностей каких-то. И либо чудо. Мы не знаем, да, существует ли на этом или на том свете Господь Бог чудеса, или это просто случайности, но тем не менее, так сказать, реально ситуация такая, что этот человек спас несколько сотен тысяч. Физически, конечно, причем 99,9% не знали, кто их спас. В частности, например, как он себя вел, этот доктор. Значит, Гиммлер был, понятно, что это был за персонаж, он был абсолютно безжалостен, он, так сказать, был фанатично предан Гитлеру, у него был свой собственный кодекс чести, вот это все. Но в тот момент, когда вот ему плохо, к нему вызывают врача, врач к нему приходит, облегчает его, так сказать, состояние, и вот в этот момент с ним можно делать все, что угодно. У него можно было выцеганить, вообще говоря, все. И вот вначале вот одного, потом два, потом каких-то людей, которых явно уличили в работе на сопротивление. Он говорит: освободите. Да вы что? Они работают на Англию, как вы можете? Ну, слушайте, у меня будет плохое настроение. Я не смогу вас хорошо лечить. И получается, вдруг, да, значит, в конце войны, значит, почему мы говорим там много тысяч, да? Потому что в конце войны известная история, что Гитлер отдал приказ при подходе союзников ближе, чем на 8 километров, взрывать лагеря вместе со всеми заключенными и со всеми охранниками. Все, чтобы ничего там на этом месте не осталось. И к концу войны в лагерях было 800 тысяч человек. Ну и даже такие приблизительные буквально прикидки говорили, что из них взорвана должна была быть, ну, по меньшей мере половина. Большие лагеря, там Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Терезинштадт, вот Дахау, они все должны были быть взорваны. И ему удалось уговорить Гиммлера не выполнять приказ Гитлера. Вы представляете, что это такое? И это действительно так, это правда. И вот эти вот чудеса, которые вот буквально на каждом шагу. Вот, скажем, известен лагерь Берген-Бельзен, да, вот все это хорошо знают, да, такой лагерь был Берген-Бельзен. Значит, отдается приказ его взорвать. Гиммлер отменяет приказ о взрыве. Дальше, но при этом эти лагеря снимаются со снабжения, и заключенные начинают там умирать с голоду. Вот буквально. Значит, к нему бросаются. Его в конце войны уже все западные державы использовали как переговорщика, потому что он был фактически единственным человеком, который был физически близок к телу, причем в физическом смысле. Да? Он его видел голым там на кровати. Да? И ему, значит, удается договориться с Гиммлером, чтобы туда разрешили посылать посылки продуктовые, шведский Красный Крест. А потом Кальтенбруннер отдает приказ все равно взорвать лагерь, несмотря на отмену этого первого приказа. Значит, и к нему бросаются в Швеции там всякие разные люди, которым становится известно, что этот лагерь все-таки будет взорван. Они говорят: сделай что-нибудь. Ему удается дозвониться до Гиммлера, и Гиммлер опять отменяет приказ. То есть он, например, Берген-Бельзен, в котором было к концу войны, что-то я смотрела, что-то 80 тысяч человек там, что ли, было. В общем, на это 50 тысяч, 80 тысяч, там такие цифры были. Значит, все уцелели. Ну, кроме тех, там, кто умер, там, так сказать, от голода, это все. Страшные все истории, но, тем не менее, вот какой-то свет в конце тоннеля там, на самом деле, вот как присутствует. Да, безусловно, помимо того, что текст, он о каких-то таких понятиях глобальных добра и зла, мне кажется, что это еще своеобразное исследование человеческой природы, потому что вот вы уже рассказали про этот интересный момент в связи с Гиммлером, да, вот это вот человек абсолютное зло, который творил ужасные вещи, и в то же время, да, вот он раскрывается в момент, когда его избавляют от
боли, вот такое просто абсолютно человеческое, да, тебе было плохо, тебе сделали легче, и ты готов человеку, который принес тебе это облегчение, ты, в общем, готов сделать на любые просьбы его откликнуться. Все, что просишь, да, при том, что ты понимаешь, что этот человек вообще-то, ну, там, он, главный герой, да, он не скрывал никогда свои, там, взгляды, да, что, в общем, он никогда не выражал какую-то ярую поддержку гитлеровского режима. Он с ним спорил, более того, он с ним спорил да. все время, да. Это, конечно, тоже какие-то совершенно потрясающие вещи про людские, ну, про слабости, в общем, про силы, да, как это все работает. И мне кажется, это еще интересно преломляется в истории, собственно, Керстена, потому что вначале, тоже вы об этом сказали, да, это человек, который через многое прошел, ну, там, он был беден, да, он много учился, он терял дом по разным причинам, но в какой-то момент, да, это человек, который пришел к тому, что у него большая практика, у него там жена, у него много друзей. Человек, который любил, и это подчеркивается неоднократно в романе, да, что человек, который очень любил жизнь и очень любил ей наслаждаться. Да. И ему очень не хотелось отказываться вообще от этого удовольствия, наслаждения жизнью. И долгое время он, в общем, и хотел бы закрывать глаза на то, что происходит вокруг, но его судьба сложилась таким образом, что в какой-то момент оказалось, что он просто не может. Да. И это тоже что-то такое про человека в истории. Как будто бы можно, конечно, закрывать глаза долго, но никто не застрахован от того, чтобы не оказаться в ситуации, когда тебя поставят перед этими обстоятельствами прямо вот глаза в глаза. Ну да, нет, потому что он действительно, вот как вы правильно сказали, он был такой сибарит, такой, женщину очень сильно любил, несмотря на жену и 3 детей, там, и все, вот какие-то приключения у него были. Он, кстати, этим отлично пользовался. Потому что он в какой-то... Значит, у него были очень сильные связи с Голландией, потому что он перед войной, он жил фактически на 2 столицы. Он жил на Берлин и Гаагу. У него был дом в Берлине, квартира в Берлине, у него была квартира в Гааге, практика и там, он мотался туда-сюда. И когда немцы взяли Голландию, то ему туда оказалось, что въезд туда, в общем, более или менее заказан, потому что, ну, голландские нацисты, они там его сильно не любят, и там Гиммлер не сможет его защитить, хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Но, тем не менее, значит, в какой-то момент он все-таки в эту Гаагу поехал, и к нему стали приходить друзья и рассказывать, что там творится. Уже после того, как немцы захватили Голландию. Что этого арестовали, этого посадили, этот в лагере, этого выслали, этого расстреляли. Черт знает что. И он говорит, вы мне пишите про все эти случаи. Они говорят, куда? Он говорит, все просто. Вы мне пишете на личный адрес Гиммлера. На минуточку. Нет, он был просто, на самом деле, вот как ты сейчас смотришь, он просто был хулиган. Настоящий. Значит, в Германии был один неприкосновенный адрес, который не цензурировался. Это был адрес Гиммлера. И он пришел к секретарю Гиммлера перед тем, как ехать в Голландию. Он говорит, знаете, у меня там любовные истории всякие были в Голландии, там женщины, я вот сейчас с ними повидаюсь, они, наверное, будут потом мне писать. А вот все-таки как-то жена, вот, может, чтобы до нее не дошло. Тот говорит, да вообще не проблема, посылайте на адрес Гиммлера, а я вам буду, значит, это все передавать в нераспечатанном виде, значит, вот эти вот истории все. Ну, ему вот эти все его голландские, так сказать, корреспонденты, они писали ему все эти кошмарные истории про людей, которых надо освободить, и о которых они просят, на надушенной бумаге там с какими-то, не знаю, там в конвертах с цветочками, там, ну, грубо говоря. Ну и, значит, что ему пишут женщины, конечно, не дай бог жена узнает, но, в общем, короче говоря, значит, почему, собственно, вот там я даже пишу потом в послесловии, что очень много он сделал именно для Голландии. Почему он это делал? Потому что ему присылали конкретные имена.
он мог просить только за тех, про кого он конкретно знает. Он не может сказать, в конце войны он уже стал говорить: освободите мне 20 тысяч евреев, там, да, или там 50 тысяч там, в Берген-Бельзе. Значит, а в начале войны он говорил: вот есть такой-то человек, его надо освободить. У меня будет плохое настроение, если вы его не освободите. И это все работало вот на этом уровне. Значит, у него была, например, прямая телефонная линия с Гиммлером. Единственная тоже в Германии, кроме телефонной линии международной, между Риббентропом и немецким посольством Швеции. И вторая линия была у него личная для связи с Гиммлером, потому что, когда он уезжал в Стокгольм, то как же так, Гиммлер не сможет ему позвонить и не пожаловаться. Значит, почему это все еще так? Значит, почему, собственно, он приобрел еще, я еще что хотела сказать, значит, почему он приобрел такое влияние на Гиммлера? Потому что все эти самые нацистские вожди, они были страшно привержены оккультизму. И они считали это каким-то чудом. Вот чудесами. Они все верили в какие-то чудеса, на самом деле. Что Гиммлер, что Гесс, что все... Значит, у них астрологи были придворные, свои. У Гиммлера, например, был собственный придворный астролог по имени Вильгельм Вольф, которого ему подсунули Керстен и Шелленберг. У Керстена были очень хорошие связи с Шелленбергом, и Шелленберг ему помогал в освобождении, кстати говоря. Такое тоже было. И они ему подсунули, например, придворного астролога, который делал те предсказания, которые были им нужны. И они таким способом еще на него влияли. То есть, я не сказала, что Гиммлер был у них в руках совсем уж марионеткой, да? Но тем не менее у него были какие-то вот эти вот... У них были рычаги на него влияния именно потому, что он верил во всякие оккультные вот эти штуки. То есть, по мне это клобуда, но он верил. Чем больше слушаю вас, и, конечно, в процессе чтения у меня возникали вопросы к обозначению жанра этого текста, потому что жанр обозначен как исторический роман, а читаешь ты его и все время думаешь: господи, ну это же какая-то волшебная сказка просто, а не роман. Ну, максимум билетризованная биография. Ну, собственно, когда мы определяли жанр этого романа, мы разрывались между тем, что это билетризованная биография и исторический роман. И мне кажется, что все-таки ближе к билетризованной биографии, потому что исторический роман — это когда там есть там вымышленные герои, которые действуют в каких-то реальных исторических обстоятельствах, там есть реальные исторические персонажи, есть какие-то придуманные, там, не знаю, Кузнец Вакула, Екатерина II, там, ну, в общем, на этом уровне. А здесь нет придуманных персонажей. Здесь нет фактически сюжета, кроме его биографии. Собственно, сама вся эта история, она сюжет. То есть здесь нет, так сказать, чтобы там кульминация, там, потом там экспозиция, кульминация там, и так далее. Вот этого всего здесь нет, потому что каждая эта история, она как-то абсолютно фантастическая, совершенно фантастическая. «Жизнь бессовестнее литературы», цитируя одну писательницу. Скажите, пожалуйста, вот в процессе работы над текстом перевода, потому что, да, я уже говорила, что он читается, конечно, как волшебная сказка, но тем не менее, как мне показалось, постепенно, ну, как вот обстановка сгущалась, это чувствуется вообще, мне кажется, во всех текстах, написанных или посвященных событиям Второй мировой войны в Германии, да, как постепенно вот теряется ощущение свободы, как люди, да, тоже от ощущения, что ну, не может этого быть, ну не будет, этого не случится, как они постепенно приходят к сознанию того, что происходят какие-то совершенно страшные вещи, которые невозможно было помыслить. И вот это такая постепенно удушающая атмосфера, мне кажется, что она и в тексте присутствует. Там, ну и даже вот буквально смена географии. Как герой поначалу, он может, у него там большая география, он перемещается между разными городами, он там не только Гага, Берлин, он там может и Финляндию, да, и потом постепенно, ну, там, в какой-то момент он вообще оказывается в этом поезде, из которого, ну, то есть сначала он там заперт в поместье, ему нельзя выехать, это гиммлеровский поезд, и там безумный тоже совершенно эпизод с придумыванием новой религии, это как бы
невероятно и очень страшно. Как вам было, как переводчику? Ну, потому что переводчик, он же, ну, после автора, да, это второй человек, который проводит, ну, там, и третий редактор, который проводит больше времени с текстом. Как вам было эмоционально? Эмоционально, ну, скажем так, я, наверное, не скажу, что мне было страшно, потому что предыдущие мои книжки, они были тоже посвящены этому периоду, и там я страшного тоже уже начиталась более и напереводилась более чем, так сказать. Здесь у меня был азарт. Мне было дико интересно. И я все время искала какие-то такие подтверждения. Я параллельно с работой над текстом, я все время где-то рылась, пыталась что-то найти, но не может же быть, чтобы это было так. И вот у меня был вот этот азарт, и когда я поняла, что таки да, вот это было вот, да, интересно. Вот я говорю, что у меня вот ощущение азарта было такое. А были ли какие-то сложности или, может быть, какие-то любопытные моменты в процессе работы? Вы имеете в виду с текстом? Да. Значит, это такая задача, которая всегда стоит перед теми, кто переводит с французского, на самом деле. Потому что французский язык, ну, в силу, может быть, ментальных, так сказать, особенностей народа, там, ну, как-то, он вообще довольно пафосный. Потому что французы все-таки довольно театральная нация. Ну, итальянцы, конечно, гораздо более театральные люди, значит, но тем не менее. И здесь вот мне нужно было немножечко, для того, чтобы было это хорошо читать, чтобы мы могли это читать нормальным образом и понимать, вообще говоря, так сказать, весь накал и прочее, мне нужно было снизить, наоборот, этот пафос, его не повысить. Потому что найти синонимы, там 15 синонимов к слову «вскричал» или «воскликнул», для того, чтобы это вот так вот чуть-чуть, так сказать, чуть-чуть пригасить, это вот было довольно интересно, да, вот в этом смысле. Вот. Ну и, конечно, мне было ужасно интересно, уже я все-таки в душе я не столько литератор, сколько историк, да, хотя на самом деле учитель математики, как я уже говорю. И мне было интересно, что было потом. Это вот у нас осталось совсем немного времени, и я все-таки хотела бы рассказать о том, что было потом, потому что роман кончается как раз... Это самый конец войны, это 21 апреля 1945 года, когда он уже окончательно улетает в Швецию. Доктор, после того, как он провел вот эту встречу с Гиммлера с представителями Всемирного еврейского конгресса. А что было дальше? Вот это как раз гораздо интереснее с исторической точки зрения, да, что было дальше. Потому что когда Керстен начинал заниматься этой гуманитарной деятельностью, его спросили сведы, что ты хочешь? Он сказал, мне ничего особо не надо, мне нужно вид на жительство в Швеции или шведский паспорт и разрешение на работу. Потому что у меня семья, я могу сам себе заработать на жизнь, мне нужно вот... Ему сказали, окей, хорошо. И он, когда приехал в Швецию, значит, когда он прилетел, через 2 недели, значит, война кончается, и он пытается наладить каким-то способом свою жизнь. И тут дальше вот эта история, она как раз очень, так сказать, грустная история про неблагодарность. Потому что в освобождении в гуманитарных операциях с шведской стороны, значит, собственно, Керстен был как человек близкий к телу, он все это, так сказать, договаривался. А со шведской стороны довольно активную роль играл вице-президент шведского Красного Креста граф Фольке Бернадотт. Он был племянник тогда правившего короля. И этот самый Бернадотт в какой-то момент решил, что ему мало почестей, которые ему, так сказать, оказывают. И он сказал этому Керстену, что я сейчас... скажи, что ты ничего не делал. Скажи, что ты здесь ни при чем. Тот говорит, как я могу сказать, что я здесь ни при чем, потому что все равно истина-то вылезет рано или поздно. Я не могу сказать, что я чего-то не делал, если я что-то сделал. И тот, значит, тот сказал, а мы тебя тогда в Финляндию вышлем, раз ты финский гражданин. А Финляндия к этому моменту уже просоветское правительство. Судьба Рауля Валенберга, я думаю, известна всем. И, в общем, в Финляндию не стоило ему ехать на тот момент. Он не мог уехать и в Голландию, потому что в Голландии на тот момент все очень хорошо помнили его в компании с этими нацистскими, так сказать, бонзами. А его было очень хорошо видно, потому что он был такой
большой, он всегда был одет в гражданское, он всегда отказывался от каких-то эсэсовских этих должностей. Он был там 140 килограмм, такой здоровый, огромный мужик, одетый всегда в гражданское, его всегда было видно, и поэтому, конечно, все помнили его в этой компании. А голландское сопротивление после окончания войны очень жестоко с коллаборантами расправлялось, и там даже погибло довольно много народу, которые были агенты голландского сопротивления, внедренные в немецкие оккупационные власти. И их просто вытащили на улицу и расстреляли. Никто не стал разбираться. Поэтому, конечно, он прекрасно понимал, что туда ему тоже нельзя. И в результате он скован в этой Швеции. Значит, после чего Бернадотт пишет книгу короткую, нанимает литературных негров. И буквально за несколько недель, значит, пишет такую довольно короткую книгу, которая называется по-шведски «Слутет», то есть, можно перевести как «занавес» там, или «конец», и все, где рассказывает про то, как он прекрасно освобождал, значит, всех этих самых заключенных. Он участвовал в этой операции, это правда, но его роль не была там решающей. Он был один из. А этого, значит, обвинили в коммерческом интересе, его обвинили в том, что он даже нацист и еще что-то такое. В общем, короче говоря, репутация его была испорчена. И чтобы обелить его репутацию, понадобилось личное вмешательство голландской королевы. И была специальная комиссия создана в Голландии, которая работала 3 года, разбирала всю его деятельность. И, значит, в результате он все-таки получил шведский паспорт. Значит, меня все спрашивают, почему он не праведник мира, а он не праведник мира. Значит, тот же самый Бернадотт. После того, как он, значит, эту книгу издает, значит, его выдвигают на Нобелевскую премию мира, но он Нобелевскую премию мира не получает, но зато становится посланником ООН в Палестине. А это как раз вот самый острый... Перед объявлением независимости государства Израиль, это, так сказать, там самый острый вот этот самый момент, 47-48 год. И там его в Палестине убивают еврейские экстремисты. И он сразу, у него ореол мученика. И кто будет ставить книгу под сомнение? Книга абсолютная ложь, но при этом человек умер, так сказать, погиб на, так сказать, миротворческом посту. И все. И дальше, значит, когда... в Яд Вашем обратились, чтобы ему дать праведника мира, значит, те говорят, что ой, там что-то такое было между ним и Бернадоттом, а Бернадотта наши убили, давайте все-таки ни тому, ни другому не дадим. Значит, до сих пор, я сама, надо сказать, что я сама звонила в Яд Вашем и спрашивала, решила проверить это все дело, значит, у меня есть знакомые, которые там работают. Я звонила, и я спрашиваю, а почему, собственно? А он типа это все за деньги делал, до сих пор. То есть до сих пор, хотя эти обвинения уже там 70 лет как сняты, значит, до сих пор там считается, что он делал это за деньги. Поэтому, так сказать, вот справедливость на самом деле ждет еще справедливого решения этой вот истории. А как вам кажется, эта книга может как-то помочь восстановить вот эту вот справедливость? На самом деле не думаю, что может быть и может. Значит, но она уже давно издана и по-французски, и по-английски. Не знаю, издана ли она на иврите, честно говоря, не знаю. Вот. Но сейчас американцы сейчас снимают фильм по этому роману. И, может быть, выход этого фильма, он как-то поспособствует. Сейчас вот, только что вот недавно я узнала, что снимается фильм с Вуди Харрельсоном по этому роману, как триллер, так сказать. Может быть, это все и поспособствует. Ну, скажем так, я бы не сказала, что я начну бороться за то, чтобы Герцену дали праведника мира. Я, пожалуй, пойду в своих литературных действиях дальше. Но, тем не менее, мне кажется, что чем больше народу про эту историю прочитает, тем будет лучше. Не говоря же о том, что и в Израиле тоже, так сказать, эта книга, насколько я понимаю, будет продаваться в русскоязычных книжных магазинах. Любовь, спасибо большое. Я очень надеюсь, что как минимум всех сидящих в зале мы смогли заинтересовать этой книгой. И у нас осталось немножечко времени. Если вдруг есть какие-то вопросы у слушателей, мы будем рады вам предоставить слово. Большое спасибо. Любовь, я ваше отчество не знаю, к сожалению. Но у меня один вопрос следующий. Знала ли автор книги о своем персонаже? И вышла ли она, там почти в один год вышла книга, и умер доктор.
Ну, во-первых, книга эта, как я уже вначале говорила, значит, она написана на основе бесед доктора с... Собственно, когда автора познакомили с этой историей, доктор вполне был себе живой, их познакомили лично, и они очень много беседовали. И, собственно, на основе этих бесед книга и написана. Второй вопрос какой был? Да, она вышла при жизни. Она вышла при жизни, да. У него много книг, которые исторически, с элементами фантазии есть. Все-таки вот вы выделяете какие-то элементы, где у него есть эти элементы? Значит, здесь, в этой книге есть одна глава, которая с исторической точки зрения весьма сомнительна. В частности, это глава, которая называется «Спасти целый народ». Значит, там описывается проект немецкий по высылке 10 миллионов голландцев в Польшу. Эпизод этот выдуман. И непонятно, кем он выдуман. То ли Керстеном, то ли автором. Скорее всего, все-таки Керстен что-то там такое интересное рассказывал, не очень соответствующее действительности. Именно поэтому я как бы досомневалась до самого конца, потому что мне нужны были подтверждения того, что там происходило. Я консультировалась с историками именно по поводу вот этого вот эпизода по высылке голландцев в Польшу. И вот этот вот французский историк, вот Франсуа Керсуде, про которого я уже говорила, он написал мне так, что, конечно, этого не было, но, тем не менее, разговоры об этом плане таки были. Потому что Борман в свое время массу всяких таких людоедских штук придумал. Ну и этот план был, видимо, отринут, когда он сложный. Но, тем не менее, нельзя сказать, то ли был, то ли не был, то ли непонятно что. Вот как-то так. Во всяком случае, он в своей книжке Керсуде говорит, вообще непонятно, зачем ему было надо. Это он и так достаточно много всего сделал для того, чтобы его имя, так сказать, репутация его была вот такая. Еще у кого-нибудь какой-нибудь вопрос? Угу. А как вы вышли на этот роман? Почему заинтересовались? Каким образом? Да, нет, это тоже все цепь случайностей, как мы уже говорили. Да? Значит, в гости ко мне приехала некоторая знакомая, которая из Москвы, она, вообще говоря, переводчик с малайского. Ну, понятно, где малайский, там еще штук 5 языков присутствует где-нибудь тут. И я на тот момент работала над книгой для редакции Елены Шубиной, и там были в основном, это был сбор воспоминаний, которые нужно было готовить к публикации. Она говорит, а что перевод? Я говорю, там перевода практически нету. Там есть небольшие куски, которые надо было допереводить, но практически нет. Она, это неинтересно. Она говорит, переводить гораздо интереснее. Я говорю, конечно, только у меня нет пока идеи. Она говорит, а у меня... Мы гуляли просто по лесу в Комару, значит, и она мне говорит... Ой, я в юности читала такой роман, я точно знаю, что он не переведен. Только очень интересно, заметим, не помню ни как назывался, не помню, кто написал. Но вот про вот это. Потом напряглась все-таки и говорит, вот так это назывался. Дочка моя тут же, значит, раз, значит, в Гугле быстро находит в 1 секунду вот этот роман. И у меня как раз, поскольку у меня идей-то не было, я думаю, ладно, я посмотрю, может, интересно. И вот мы когда вернулись во Францию после летних каникул, я купила книжку, и дальше уже не встала, пока не перевела.